Дорогие друзья, здравствуйте! Недавно вы видели видео, как мы с Иринкой снимали Рамадан. И вот сейчас Ирина вам расскажет, как это все выглядит за кадром. Да. А я немножко повяжу. Давай, вяжи. Да, за кадром было все очень весело, смешно. Просто для меня это было так необычно. Ничего. Да, для меня это было так необычно, потому что мы, когда подошли к воротам, оказалось, что ворота были закрыты, и охранник никого не пускал вот в это вот помещение. Но поскольку мы уже договорились с ними, что мы придем, поснимаем именно подготовку к этому ифтару, не сам ифтар, а подготовку к ифтару, то нам обязательно нужно было прийти раньше. Но охранник вот встал вот так вот грудью и не пускал никого. Сказал: нет, ничего не знаю, у меня такое задание, никого не пускать. И потом мы его убеждали, мы сказали: мы с телевидения. Тогда он начал кому-то там звонить. Но Виктория сказала: звони генеральному директору, я его знаю, это он меня позвал, это он меня пригласил. В общем, она его так напугала, он, бедный, начал всем подряд звонить. Ну и в итоге те тоже, конечно, не знали, кто это, что это, но тоже перепугались. И в конце концов сказали ему: открой им дверь, этим иностранкам. И мы вот так вот зашли. Ну, Виктория просто меня ошарашила таким вот этим своим напором. Потому что я говорю: нет, давай не пойдем. Ну, короче, если бы я все это снимала, я бы никуда не пробилась, я бы никуда не пошла. Но Виктория вот с ее пробивным таким характером, она буром прет везде, куда только можно и не можно. Ну и благодаря этому у нас получаются интересные, хорошие видео, потому что в другие места, в такие места, куда она пролезает, это невозможно вообще пройти и не проехать ни на какой кобыле. Вот. Так что Виктория у нас молодец. Я еще сказала, что вот только такие люди могут вот так вот пробиться и вот так вот делать вот эти вот интересные видео. Ради подписчиков. Да, и все ради подписчиков. Она мне сказала, что нет, как же мы не пойдем? А как у нас так не получится? У нас-то не снимется тогда вот этот материал, будет неполный материал. Так что она молодец, конечно. Да. Расскажи, сколько там менеджеров. Да, про менеджеров тоже. Тоже вот так интересно было. Мы, значит, зашли туда и смотрим, там какие-то люди, работники, все бегают, все в колпаках, у всех написаны бейджики. Ну и потом мы познакомились там с каким-то солидным мужчиной. Мы спросили: кто, а вы кто? Представьтесь. Да, я генеральный менеджер, шеф всей вот этой кухни. Ладно, мы с ним поговорили. Потом второй к нам подходит, мы говорим: здравствуйте, вот представьтесь. Он говорит: я шеф всей кухни, я самый главный повар. Мы говорим: так, а этот кто был? Ну ладно, с этим главным поговорили, сейчас с этим главным поваром поговорим. Поговорили еще с этим. Третий какой-то приходит: я самый главный, я вот главнее всех их троих. Короче, так мы поняли, что они все главные. Один главнее другого. Ну, на самом деле, вот я хочу сказать, особенность египтян, это вот египетская особенность такая. Куда бы вы ни пришли, придете вы в магазин и спросите продавцов, кто он. Он, конечно, скажет, что он владелец магазина. Он, конечно, скажет, что он главный, самый главный или директор, или там начальник. Если вы подойдете к дормену, конечно, он будет владелец этого здания и всех остальных зданий, которые в округе. В общем, не верьте на слово никому, потому что очень легко ошибиться, и как раз еще наоборот легко ошибиться, потому что вот эти все владельцы зданий, как раз они не выпячиваются. Он может сидеть возле дома в галопее на вот этой вот лавке, вот этой дорменской, и ты еще и не узнаешь, что это как раз и есть владелец этого здания. Да. Так что вот такие вот курьезы иногда бывают у нас с египтянами. Египет – это прекрасная страна. Здесь взрослые снова превращаются в детей. Здесь так все весело и волшебно.
Встретила вот тут мужчин. Они вот совсем голенькие ходят по городу. Ну, жарко, их можно понять, конечно. Но я еще так в Хургаде не видела. Супер. Про смешную историю. Да, про смешную историю с моими гостями. В общем, у меня такая была смешная история, когда ко мне должна была приехать гостья, забронировала через Booking одну из моих квартир. В общем, ну, показалась она мне, что она немножко не до конца понимает всю сложность передвижения по Египту. Оказалось, что у нее самолет только до Каира. Самолет до Каира, и потом ей нужно будет еще добраться до Хургады. Не знает никакого языка, только русский. И она, вот настолько она вот такая оптимистка, потому что когда я узнала, что она прилетит в Каир и ничего там не знает, и как добраться до этой, с аэропорта до этой станции, даже я зачастую, вот когда еду, когда лечу, я боюсь, я думаю, только бы меня довезли туда, куда надо, потому что Каир огромный город. Куда тебя везут, ты не знаешь. И причем все таксисты как на подбор. Когда ты спрашиваешь у них, вы знаете, где находится это место? Они говорят, да, конечно, знаю, конечно, я все тут знаю. И тут же только он отъезжает, только он тебя посадил, он начинает останавливать всех остальных таксистов и спрашивать, а где вот это? Я-то понимаю по-арабски. Я спрашиваю, он спрашивает, и вижу, что он не знает. Я говорю, ты зачем мне сказал, что ты знаешь? Ты вообще не знаешь, ты ничего, может быть, я больше тебя знаю даже. Ну, вот такие образом они, вот эти таксисты, заманивают людей, чтобы вот так вот только довести. Поэтому, когда она мне сказала, что она будет добираться из Каира до Хургады, на чем, я не знаю, на автобусе, она говорит, а как можно добраться? Я говорю, ой, вам надо сначала хотя бы добраться до вот этой станции, отвезут они вас туда или куда-то в другое место, это я не знаю, поэтому мне было трудно. Потом у нее было ровно денег на квартиру, то есть вот настолько ровно на квартиру, сколько в букинге было написано, она говорит, столько у меня с собой денег. Я говорю, как? А как вы собрались передвигаться, вот и автобусы, и питание, там что? Она говорит, мне должны завтра перевести на карту рубли. Ну, я говорю, ну тогда вам надо какие-то вот эти доллары взять и поменять какую-то часть. Она говорит, а как же я буду расплачиваться? Я говорю, ну ладно, это вы сейчас не думайте об этом, хотя бы доберитесь, поменяйте в аэропорту $40, и вам хватит там и на такси, и на автобус, и чтобы покушать и так далее. Ну, в общем, я ее вела, потому что у нее не было WhatsApp, ну, не было интернета. Она мне только смогла написать из аэропорта, я ей говорю, бери любого таксиста, и я с ним поговорю. То есть она взяла таксиста, которого ей там предложили. Ну, там возле аэропорта они такие цены предлагают, конечно. Ну, в общем, я с ним поговорила, он начал что-то мне рассказывать, сколько он платит там за вход, за въезд. Я говорю, слушай, я знаю, сколько ты платишь за вход, и за въезд, и за проезд. Довези ее, пожалуйста, пусть она чуть-чуть побольше тебе заплатит, главное, ты довези ее до вот этой станции. В общем, она добралась только ночью, и то. Добралась и позвонила, я говорю ей, позвоните с любого телефона чужого, скажите, можно я позвоню? И она позвонила мне уже, когда приехала в Хургаду, с какого-то телефона. И я смотрю, телефон знакомый. Останавливался у меня этот гость. У меня все гости записаны по названиям квартир. Угу. И оказалось, что он останавливался в одной из моих квартир. Это тоже мой гость бывший. Я говорю, о, а я вас знаю. Он говорит, а тут вот женщина, она к тебе тоже едет. Я говорю, слушай, пусть она там стоит и ждет, мы сейчас за ней приедем. Вот. Он говорит, если хочешь, я ее довезу туда, куда надо. Я говорю, да не, ничего страшного, мы сами поедем. В общем, так получилось, что вот так вот повезло, и что она вот благополучно добралась. Ну, мы за ней съездили, привезли ее, и, конечно, я ее не стала селить туда вот. Я поселила ее рядом со своей квартирой, прямо рядом, потому что я поняла, что она за ней глаз да глаз. Ну, то есть, как она такая, ну,
как не приспособленная немножко к этому всему. Ну, в общем, все нормально. Поменяли, я бегала, меняла ей деньги, когда у нее пришла зарплата на деньги, зарплата в рублях на ее карту, бегала, меняла, что все так хорошо получилось, и на экскурсию она съездила, и ходила она по вот этим улицам, она такая восторженная, ключ потеряла, заблудилась, много каких приключений с ней было. Да, с ней все знакомились, она такая восторженная, она приходила, говорит: что, меня не пропускают, вот я иду по улице, со мной все знакомятся, на машинах за мной ездят, все меня всегда везде приглашают. Ну, в общем, для нее это был, конечно, такой вот, что такое удивительное, потому что, может быть, и не было ей такого внимания, может быть, такого в жизни, да? сильного внимания в жизни, да, как тут здесь. оптом. А здесь она столкнулась с вот этим вот всеобщим вниманием, поэтому ей, конечно, это понравилось. Она была рада, хотя я ей сказала, научила ее. Если ты не хочешь, чтобы с тобой разговаривали, если ты не хочешь, чтобы с тобой разговаривали продавцы, ну, чтобы не просили тебя что-то купить, ты скажи «мафиш флюс». Нету денег. Мафиш флюс. Мафиш флюс. Да. И тогда от тебя отстанут продавцы. Да. Если тебе какой-то, куда тебя хочет пригласить, или кто-то тебе вот предлагает что-то посмотреть или там купить, ты скажи «Миша Айза, шукран». Миша Айза, шукран. То есть мне не надо, спасибо. Ну, или скажи просто «ля шукран». Нет, спасибо. Да. То есть самые такие простые все равно надо знать, потому что когда ты говоришь им, несмотря на то, что они все и по-русски, и по-английски шпрехают прям от и до, но если ты говоришь на их языке, ля, шукран, они понимают, что ты, наверное, или местная, или все знаешь, или давно здесь живешь, или некоторым я пишу на листочке, говорите «Ана Айша Хена», «Я живу здесь». Поэтому, когда ты говоришь «я живу здесь», они уже не обращаются с тобой как с туристом, а обращаются как с жителем, который здесь живет постоянно. Видишь, снова только что уборка была. Да, помнишь? Да, да. Везде. Мы только с Иринкой где-нибудь сядем, все. Начинается уборка. Слушай, так нам надо уже организовывать службу уборки. Мы приходим, садимся, и они начинают убирать. Да. А мы получаем какие-то свои бонусы. Хотя бы чашку кофе бесплатно. Чашечку кофе, да. За то, что мы им почистили все. Да. Вот так, негласно. Точно. Вот. Что еще рассказать? Так, ты еще смешное рассказывала с путешествия. Да, с путешествия. Это вот у нас просто интересно было в этих странах, Малайзии, мы были в Малайзии, там очень много людей из разных стран. Там и малайцы, и китайцы, и индийцы, очень много индийцев там. И несмотря на то, что они вот индийцы, они местные жители. Они говорят, мы малазийские жители. То есть не говорят, что они индийцы. Ну и, конечно, мы в одном отеле жили, мы зашли в один отель, но там получилось, что пульт был на китайском языке, и я не знала, куда там тыкать. Я фотографировала, переводила в этом. Потом я говорю, все равно я не могу настроить. Магди, иди посмотри, там сидит кто-то или нет на ресепшене. Магди спустился и говорит, там сидит этот наш один индеец. Индеец. Он, конечно, сам придумывает слова, никто его не учил, индеец. Ну и мне так смешно было потом, когда он еще раз туда спускался, я говорю, ну что там сидит наш индеец? Он говорит, там их уже аж 5. 5 индейцев сидят. Ну, короче, они там разные, рецепшенист, там еще кто-то, работники, они все индейцы. Один отель, и несмотря на то, что, видимо, они там кланами какими-то, может быть, и родственники даже, все индийцы. Ну, и с Магди еще смешно было, что он тоже, у него такое есть чувство юмора. Я ему говорю, я где-то плавала, не помню, рассказывала, нет, я выныриваю, говорю, посмотри, у меня глаза размазались. Он говорит, нет, давай размажу.
Ну, тоже он так посмеяться. Ну да, решил. Нет, давай размажу. Давай размажем. Смешно так. Вот. А потом я тебе еще рассказывала, как я его учила поговоркам. Я, вернее, даже не учила его поговоркам. Вообще я не учила его специально ни как русскому языку. Я просто с ним разговаривала по-русски. Ну и когда он что-то сделал, я говорю, любишь кататься, люби саночки возить. То есть он что-то хотел, но не хотел там убирать за собой или еще что-то. Говорю, любишь кататься, люби саночки возить. А он так завис и говорит, что это ты сказала? Я говорю, что? Что это саночки? Это что такое? Я думаю, ой, ну надо же, такие простые вещи, надо еще ему объяснять. Потом я полчаса ему объясняла, что такое саночки. Да, да. Он говорит, ну понял, это такие коньки или как лыжи. Ну, да, лыжи. В общем. Супер! О, вау! О, супер! Супер, Румыния! Если вы хотите купить себе недвижимость на море для жизни или для зимовки, или же для отпуска, то мы поможем выбрать квартиру, которая подойдет именно вам. Пишите мне в комментариях «Квартира на море», и я расскажу вам, с чего начать исполнение вашей мечты. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока. Смотри, смотри. Смотри. Малыш, ну ты красавец. Видите, ну люблю я